Всем привет! Главная тема сегодня – какой же мод поставить фанату вселенной «Властелин колец» на Медео 2. Выбор большой. Десятки модов и сабмодов. Глаза разбегаются. Я расскажу о самых актуальных модах на данный момент. Самый первый и обязательный мод – это Третья эра 3.2. Мод сильно устарел, но не рассказать о нем я просто не могу, так как на нем базируются все остальные моды. Это первый глобальный мод на Медео 2 по вселенной «Властелин колец». Полностью перекроили оригинальную карту, модельки городов, изменили скрипты и переработали всех юнитов согласно вселенной. Мод не хардкорный и не простой. У разработчиков получилось сделать баланс, сильно приближенный к оригиналу. Именно этот мод стал основой для других модов по этой вселенной. И так как мод не довели до конца, выпустили версию 3.2, но в ней присутствуют вылеты, чем стимулировали игроков уже самих делать патчи. В данный момент версия 3.2 стабильна, но не надо списывать этот мод со счетов из-за того, что вышло много сабмодов или он устарел. В самом моде присутствует все, что нужно, все по лору и атмосферно. Установка простая. Скачиваем архив, распаковываем по пути Medieval 2 Total War Mods. После распаковки можно запускать 3 эры BAT и играть. Давайте рассмотрим сабмоды. Первый сабмод – MOS 1.7. Этот мод тоже довольно старый, но при этом он не утратил свою актуальность. В нем есть все, что нужно. Нету ничего не лорного. Все в духе вселенной «Властелин колец». Временной период Третья эра. Что добавляет этот мод? Новых юнитов, 2 фракции, Лориан и Дунванд. И самое большое изменение – очень много скриптов. В самом начале игры игроку рассказывается о скриптах и дается выбор, какие включить, а какие нет. Что очень удобно, так как сразу все понятно, что добавили и как этим пользоваться. И не надо искать другой мод из-за одного плохого скрипта, так как его можно просто отключить. Давайте осмотрим, какие скрипты нам предлагают. Скрипт Тол Ахарн добавляет адаптированные к вселенной крестовые походы. Объявить Тол Ахарн могут только Гондор и Арнор. Для этого нужно выполнить задание знатока. Посетить 4 места на карте по квесту. При выборе знатока и нажатии клавиши F3 стрелочкой укажет место назначения. При завершении квестов знаток станет хранителем знаний, который сможет объявить Тол Ахарн, но только через какое-то время после события вторжения, а до этого он бесполезен. Гарнизонный скрипт. Включить или выключить гарнизонный скрипт. При включении в важных осаждаемых городах формируется гарнизон для защиты. Работает только у искусственного интеллекта. Игроку на него надеяться не надо. Возрождение союзных фракций. Если у вас фракция Союз и фракция пала, отвоевывая столицу этой фракции, вы можете возродить ее. Например, вы с Роханом были союзниками. Рохан пал. Вы захватываете Эдорас. Вам дается выбор, возродить или нет. Выбирайте «да». Рядом появляется армия Рохана. Ей с помощью дипломата продаете или дарите Эдорас. Все, фракция возрождена, и отношения у вас идеальные. Работает только один раз. Скрипт «Дипломатия по Толкину». Устанавливает дипломатические отношения, как должно быть, и не дает ссориться светом фракциям друг с другом. То есть будет противостояние только свет против тьмы, не допускает междоусобиц. Скрипт «Бессмертные герои». Если герой умирает, например, Фарамир, то на следующий ход он возродится. Но возродится не он, а его точная копия с первого хода. И если вы его успеете прокачать, то придется начать сначала. И наследником ему не стать, так как по родословной он будет мертв. Скрипт «Пламя надежды» позволяет самому запросить помощь у союзника или помочь союзнику. При согласии на помощь списывается от 5 до 7 тысяч золотом и появляется скриптовая армия у осажденного поселения. Правда, у меня этот скрипт превратился в чит, так как Рохан каждый ход или через ход просил ему помочь, без отката. Хотя откат должен быть, но даже с моей помощью его все равно теснили. Скрипт «Вторжение корсаров». При его активации, начиная с 30-го хода, корсары будут нападать на побережье Гондора, что сильно усложняет игру. И искусственный интеллект очень плохо противостоит этим нападениям. Советую отключить этот скрипт. Но если любите хардкор, то вперед. Скрипт «Тень с востока». Это усиление Мордора. При согласии Мордор будет получать золото и войска каждый ход с определенной вероятностью. Скрипт «Дипломатические советы Проксимуса» дает возможность создавать совет, и в случае успеха вы получаете армию в помощь на 20 ходов.
и дополнительный скрипт «Контратака Саурона». После первого совета Саурон увидит вас как угрозу и будет предпринимать атаки на вашу столицу сильнее и сильнее, пока она не падет. Короче, еще одно усиление Мордора. Это основные скрипты. Перейдем к установке мода. Заходим на сайт и выбираем, с чего вам удобнее качать. Есть Torrent, есть Google, есть Mediafire. Сам сабмод ставится поверх мода третьей эры. Если у вас уже стоит мод третьей эры, то качайте только MOS и патч с русификатором. Если нет, то качайте и третью эру. Установка простая. Распаковать в папку mods сначала мод третьей эры, следом заменой файла submod mos. Можете проверить, что игра работает. Ставим русификатор. По пути папка mods, наш мод, дата. Распаковываем поверх папки текст и удаляем все bin файлы. Все, можно играть. Второй сабмод. Судьба Средиземья 1.4 с патчем. Главная фишка этого мода – его хардкорность при игре за светлые фракции. За темные же слишком легко. Много скриптов, но тут нету выбора, включить скрипт или нет. Например, скрипт Митрандир. Новый скрипт, написанный с нуля и завязанный со скриптом осады в Хельмовой паде. После 2018 года Гэндальф пропадает из Средиземья в результате жестокой битвы с Балрогом. Но и появляется он уже как Гэндальф Белый при осаде Хельмовой пади. Он приходит с мощным стеком Рахирим и атакует скриптовый стек Изенгарда, осаждающий Хронбург. После этого Гэндальф помогает Рохану в противостоянии врагу, а затем уходит на помощь Гондору и остается в этой фракции до тех пор, пока Мордор и Изенгард не будут полностью уничтожены, и переделан гарнизонный скрипт. Гарнизоны усилены, и они распускаются после снятия осады. Назгулы возрождаются дольше. Не 2, а 6 ходов. А пользовательский патч добавил уже еще больше хардкора. Например, чего стоит только рун с его адскими колесницами. Просто раскатывает все и вся. Плюс патч изменяет скорость атаки юнитов и делает их более индивидуальными. Гномьи берсерки хороши в бою, а арбалетчики на коротких дистанциях пробивают любую броню. Отделили княжество Дол-Алмарат от Гондора, как отдельную фракцию. С таким изменением Гондор живет намного дольше, и княжество отражает атаки Харада. Игроку в этом моде довольно просто проиграть. Рекомендована средняя сложность. Сам мод заморожен и, скорее всего, уже не разморозится никогда. Перейдем к установке. Переходим по ссылке в тему мода. В поиске пишем Яндекс и находим ссылки на Яндекс.Диск. Скачиваем все 4 части сабмода и распаковываем в папку mods. Оригинальный мод третья эра не нужен, все идет в комплекте. Распаковывать можете с любого архива. После распаковки с первого раз запускаем Cleaner BAT. В следующий раз его можно не трогать. И играем. Запуск игры через третья эра BAT. Третий сабмод Last Alliance. Качественный и интересный мод. Берет временным периодом вторую эру, что изменяет многие аспекты. Полный перекрой карты в соответствии с эрой. Новые фракции, новые герои, короли и полководцы второй эры. Новая расширенная механика единого кольца. При начале игры кольцо всевластия у Саурона. В ходе игры кольцо может получить другой герой и выбрать, оставить его себе или уничтожить его в Роковой горе. Если оставить кольцо себе, то персонаж будет усилен, но на него также будет действовать эффект минус культуре. Также новые здания и многое другое. Есть новые юниты, но в общем юнитов маловато. В данный момент мод публичная бета, русификации мода нет. Сам мод атмосферный, отклонений от сильной нету. Перейдем к установке. Требуется мод третьей эры, ставится поверх. Есть на выбор 2 установщика или целый архив. Можно по порядку установить установщиками, а можно просто распаковать архив поверх мода третьей эры, заменой файлов. Все, можно играть. Четвертый сабмод третья эра Reforged. Данный мод изначально создавался только для сражений, в связи с чем просто отлично проработаны все карты, переделана вся архитектура. Добавили очень много юнитов. Все юниты прекрасно выглядят. Правда, атмосферностью тут и не пахнет. В данном моде можно очень долго наслаждаться обновленной и хорошо проработанной архитектурой, разнообразием войск и зрелищными битвами. Например, битва за Минастирит, Гондор против Мордора. Можно воссоздать битву и провести сражение на разных уровнях города. Правда, искусственный интеллект – болванчик, и какой-то интересной стратегии от него не ждите. Но по многочисленным просьбам разработчики сделали кампанию. В данный момент кампания стабильна,
Карта взята из сабмода DAC 4.6. Правда, с модельками городов беда случилась. Скриптов нет никаких. Так же, как и во всех модах, нету баланса. А тут сильный дисбаланс. Карта еще очень сырая. Ну и сам сабмод без версификатора. Мод в разработке. Перейдем к установке. Скачиваем установщик и запускаем установку по пути Medieval 2 Total War Mods. Установщик запросит пароль. Пароль Melon. Установка завершена. Можно играть. 5-й сабмод разделяй и властвуй. Или просто DAC. Версия 4.6. В данном сабмоде увеличенное количество регионов. Расширена карта и добавлено много фракций. Или скорее от существующих фракций отрезали куски и сделали новые фракции. Зачем это сделано? Это же совсем не по вселенной. Во-первых, данный сабмод не преследует цели держаться канона. А во-вторых, это изменение делает более активным искусственный интеллект. Так как если у фракций есть слишком удаленные друг от друга регионы, то искусственный интеллект сосредотачивает свое основное внимание только на одном. При делении эта проблема исчезла. В этом сабмоде меньше скриптов, чем в MOS. Но есть уникальные компании за фракции Dunedain Севера, Кхант, Умбара, Казадум, Рун и Харат. Я для примера расскажу о компаниях Dunedain и Кхазадум. Dunedain. Квест начнется на 6-м ходу. Заключается в беготне по карте Арагорном. Этапы квеста. Первый этап – посетить Бри. Нужно постоять на территории, относящейся к поселению. То есть не обязательно вставать возле него. Это также относится и к остальным этапам. Второй этап. По поручению Гэндальфа направиться на поиски големов в Комет-Брин. Третий этап – вернуться в Бри. Четвертый – нужно перековать Нарсиль в Имладрисе. Нужно будет постоять 2 хода. Пятый этап – заглянуть в Ост-Сул. Шестой этап – направиться в Эдерас для призыва армии мертвых. Снова постоять 2 хода. После получения армии она будет доступна 3 битвы. Вот и все. Но если вас сильно зажали, армию мертвых можно подержать подольше. Если она будет участвовать в бою как подкрепление, то битва в клятву не засчитывается. Кампания за Кхазадум. За Кхазадум вы начинаете без городов, а только с одной армией, с целью вернуть древнюю крепость Кхазадум, другое название Море. По пути игрока ожидает ряд засад. Автобой невозможен. Сразу кидает в руководство битвой. Армию подчикает сильно. Но если помочь эльфам во время осады их города, то они вылечат все отряды. После успешного захвата Кхазадума, чтобы облегчить жизнь игроку, появится напоминалка отправить в окрестности Бри дипломата и договориться с Гэндальфом. Это можно и проигнорировать. Но тогда при постройке мифриловых рудников появится Барлок с армией гоблинов. И он весьма проблемный противник. Если же вы отправляли дипломата, то армия гоблинов все равно появится, но без Балрога. Главная проблема мода – это отсутствие баланса, или другими словами, его хардкорность. Усилены все фракции, и отдельно усилены темные фракции. Только игрок все сам тащит. Рекомендована максимальная сложность кампании. И довольно быстро выносится Гондор, Рохан, все эльфы и все остальные светлые фракции. Игроку, помимо того, чтобы самому выжить, надо еще и активно помогать другим, чтобы не остаться одному против всех. Еще может возникнуть ситуация, когда вы нанимаете юнита, но он не может обучиться. Не пугайтесь, у вас просто отсутствует ячейка найма. В постройках ищем здания, добавляющие ячейки найма. В данной версии нету скриптов на восстановление королевства Арнор или на возвращение Арагорна как короля в Гондор. Перейдем к установке сабмода. Скачиваем архив. Распаковываем по пути Medieval 2 Total War, папка Mods. Мод 3 эра не требуется. То есть папка Mods перед распаковкой должна быть пуста. После окончания распаковки в папке DAC запустите утилиту largi адрес avare. Нажмите на кнопку с многоточием и выберите medieval.exe. Убедитесь, что стоит галочка в разделе Step 2 и нажмите на Save. Повторите эти же действия для файла kingdom.exe. Если же у вас не 64-битный Windows или у вас меньше 4 ГБ ОЗУ, то работать с утилитой вам не надо. Для тех, кто устанавливает игру на пиратку, нужно папку из архива закинуть в папку дата игры. Не моно. Все, можно играть. Игра на русском. Но еще есть возможность поставить русскую озвучку. Скачиваем файл с русской озвучкой. Копируем папку дата из архива с заменой в папку Medieval 2 Total War Mods, папка мода. Подведем итог. Я представил вам самые актуальные сабмоды. Но если после просмотра этого ролика вы так и не определились,
и спросите меня, так какой лучше и какой ставить, то я скажу, нету лучше и нету первого и последнего, так как все эти моды различны. В каждой моде разный баланс юнитов. У кого-то все по лору, у кого-то крутая архитектура и бои, а у кого-то вообще другая эра. Основные аспекты каждого я рассказал. Какой больше вам по душе, это решение за вами. Если видео было полезно, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр.